Эта вот дорога тоже когда-то была, естественно, выложена камнем. Она приподнята была. Вот, кстати, давайте я сейчас прямо здесь спущусь и вам покажу. Да, ну и везде, как обычно, на колоннах мы видим следы какого-то фантастического резца. Ну, там внизу, видите, свежераскопанные детали. Да, все это было, естественно, под землей. Вот такая вот стена. Это у нас получается стена, которая идет вокруг всего храма. И вот посмотрите, как изумительно здесь подогнаны блоки. Сюда вообще нельзя идти. Но мы попробуем. Вон, посмотрите, какие следы от резца. То есть тут, конечно, никаким зубилом, молотком не пахнет. Причем, посмотрите, вот здесь у нас идет полигоналка. А вот напротив, пожалуйста, опять эти гигантские блоки. Ух ты, ничего себе, кусочек крыши отвалился, да? Это всего лишь кусочек крыши. Под ним тоже лежит такой же блок. Ох, какой был красивый барельеф-то, зацените. Зацените это 3D. Я снова приехал в храм Бен-Мелея. Ну, кто давно подписан на наш канал, тот, конечно, уже видел 3 видео об этом чудесном храме. Они выложены уже почти год назад. Просмотрите, пролистайте, в списке видео обязательно найдете. Ну, 3 видео, посвященных этому замечательному храму. Но местность здесь настолько интересная, настолько насыщенная разными объектами, что я не мог не приехать сюда снова. А плюс ко всему, я еще никогда не заходил в этот храм с восточной стороны, то есть с того самого главного входа. Да? В основном все у нас храмы здесь, в Камбодже, они имеют главный вход с восточной стороны, за редкими исключениями. Вот. И сегодня я как раз отправлюсь к этому самому восточному входу, который на данный момент реставрируется. Вот, кстати, как раз реставраторы и едут сейчас на работу. Вот видите, вот человек в каске проехал, он как раз едет реставрировать тот самый восточный вход. Ну что ж, ехать придется вот по вот этой дорожке вдоль вот этого огромного рва. Этот ров окружает храм, 1025 на 875 метров, представьте себе, территория, и 45 метров в ширину. Едем, как обычно, по узенькой тропиночке, да, вы уже привыкли к таким моим проездам. Вот здесь какую-то дамбу построили. Ну, понятно, чтобы огородить ров вот от этих вот водорослей, которые здесь очень активно растут. Так, ехать здесь предельно неудобно. Конечно, когда рулишь одной рукой, ну ничего. Как-нибудь проедем. Ух ты. Электричество провели для реставраторов. Так, сегодня вообще довольно холодно. Я вам скажу, что сейчас уже почти полдень, но температура воздуха где-то, наверное, градусов 25, не больше. А ехал я сюда, ну тут больше 70 километров ехать от Сием-Риапа, от Анкора, вот, где я живу. Ехал я сюда в шерстяном свитере, но тем не менее все равно дико замерз. Сейчас немножко на солнышке отогреюсь и отправлюсь дальше. Экзотично я, как обычно, добираюсь. Ну, в общем-то, мы уже почти приехали. Да, в этом году зима, конечно, у нас холодная. Да, по ночам меньше 20 градусов, что вообще в прошлом году вообще такого не было, насколько я помню. Вот здесь уже у нас сидят реставраторы, как видите. Ну, а вот и
главный вход в храм. Нас сразу встречает такой большой наг, выше меня ростом. Давайте для начала припаркуемся здесь. Так, здесь у нас, как видите, вот консервация и реставрация восточного входа. Так, ну вот так вот выглядит сейчас у нас процесс реставрации. Вот, кстати, видите, тоже у нас откопанный наг лежит. Такой здоровый тоже. Здоровый, красивый. Да, когда-то был. Ну, в общем-то, и продолжает им оставаться, не так ли? Это все еще найдет свое место вот там, на этом мостике, который через ров идет. Дальше у нас, видите, уходит еще дорога, очень-очень далеко, несколько сотен метров. И вот эта вот дорога тоже когда-то была, естественно, выложена камнем. Она приподнята была. Вот, кстати, давайте я сейчас прямо здесь спущусь и вам покажу, чтобы вы убедились, что я не вру. Вот, видите? Вот. Здесь у нас нижний слой идет из латерита, и выше у нас идет песчаник. Стандартная схема камбоджийская. Куда это уходит вниз, сложно сказать, на сколько метров. Ну, на какое-то приличное количество метров это вниз уходит. Ну вот. Значит, дорога это у нас шла туда вдаль. Как я уже сказал, покрыта она была каменными плитами. То есть все было красиво, замечательно. И вдоль этой дороги огромное количество, сотни вот таких вот столбов. Вот таких вот мощных столбов из песчаника. Ну, размером они практически 2 метра, чуть меньше 2 метров в высоту и что-то около 45 сантиметров вот в этой вот узенькой части. Это у нас такие лотосы, да? Не знаю, я сейчас найду ли здесь какой-нибудь столбик в более-менее приличном состоянии. Сейчас посмотрим. Ну, они кругом валяются, но, видите, они наполовину в земле, поэтому сложно найти целый. Вот этот вот разломанный, да, вот видите, вот так вот это выглядит. Вот это верхушка, Все, давайте сейчас пока вернемся, потому что нам нужно попасть в храм. Сначала я вам сейчас покажу процесс реставрации, вот, а потом я уже сяду на мотобайк и все-таки подъеду к тому месту, где проверяют билеты. Это уже у самого храма, потому что идти очень далеко. Несколько сотен метров. Я не готов преодолевать их пешком. Тем более, что там ничего интересного по пути я вам показать все равно не смогу. Вот они кругом валяются. Вот, кстати, столбик, можно было далеко не ходить. Да, вот он валяется. Целый. Вот, на нем стоит метка реставраторов. То есть они собираются, судя по всему, тут все восстановить. Ну, все восстановить у них вряд ли получится. Тут раскопать-то сколько нужно сил, времени. Вот это у нас, значит, главный восточный вход. Вот эту вот часть они уже, как видите, отреставрировали. Справа, а слева еще предстоит. Здесь лежат новые блоки из песчаника, что не очень, конечно, хорошо. Вот это мне очень не нравится, когда они новые блоки начинают использовать. Ну что поделаешь, так вот у нас тут сменилась парадигма. Давайте я все-таки сейчас еще вернусь и покажу вам, как это выглядит. Здесь же замечательный план у нас есть. Посмотрите, вот он сам храм Бен-Мелея, да, вот этот огромный храм, вот он таким пятнышком выглядит на территории, которую этот храм так называемый занимал. Дальше мы находимся вот здесь, как видите, да, и вот эта вот дорога, которая украшена лотосами, она
упирается в огромный водоем. Вот этот вот водоем, он примерно 1,5 километра на 750 метров. Искусственный водоем, вот это вот дамба, да, которая окружает этот водоем. В центре тоже находится, как видите, просад Пти, некий просад — это храм, ну какой там храм. В общем, неважно, находится-то он находится, но я, сколько там не ездил, я так и не смог к нему подъехать, потому что этот водоем все-таки немножко заполнен водой, очень много воды во влажный сезон, но даже сейчас сухой сезон, что-то я не смог туда проехать. Ну, впрочем, это и не очень важно, там такой новодел. Вот посмотрите на фото, как это выглядит. В общем, совершенно безобразная какая-то. Даже реставрация это не назвать. И реконструкция тем более тоже. Ну ладно. Вот. И мы сейчас, в общем-то, отправимся вот туда, к храму Бен-Мелея. И там посмотрим еще кое-что интересное наверняка. То, чего мы, может быть, не видели в 3 видео до этого. Вот, ну давайте вернемся уже к этой реставрационной истории. Вот, я вам очень сильно советую приезжать в Камбоджу именно сейчас. То есть вот пока вся эта реставрация не достигла каких-то немыслимых масштабов. Прекрасная колонна лежит, посмотрите. Прекрасная колонна круглая. Но вот круглые колонны в Камбодже употреблялись только в качестве столбиков, поддержек для балюстрад. Сейчас вам покажу, где их можно увидеть. Да, ну и везде, как обычно, на колоннах мы видим следы какого-то фантастического резца. Это норм у нас. Так, давайте же посмотрим. Вот вы видите эти столбики внизу, вот там они стоят. Они были нужны для поддержки балюстрады. Здесь у нас мост, как обычно, из латерита. Очень много таких мостов, их сотни по всей Камбодже, древних разбросано. Ну вот здесь такой вот небольшой мостик, который ведет через вот этот вот ров. Ну, там внизу, видите, свежераскопанные детали. Да, все это было, естественно, под землей. Все это раскопали, находят эти мегалиты, ставят на них метки, пытаются их как-то собрать. Вот здесь, видите, раскопали тоже когда-то засыпанную лестницу из латерита, которая вела прямо к рву. Здесь у нас опять шикарный наг. Конечно, в этом храме Бен-Мелея очень интересный песчаник, голубой песчаник, такого приятного очень оттенка. Самый такой атмосферный храм на самом деле, Бен-Мелея, можно так сказать. Особенно, когда там нет туристов. Туристы, к сожалению, сейчас есть везде, потому что сейчас сухой сезон, прохладный сезон, и поэтому туристов очень много. Ну, вот посмотрите на эту качественнейшую обработку. Кстати, наг, видите, появляется из пасти чудовища. Чудовище очень похоже на макару. Да, наверное, это макара. Интересно, да, что где-то, получается, у нас в 9-10 веке происходит смена, скажем так, животных на барельефах, когда макара уступает место нагам. Да, и мы вместо макары повсеместно видим появляющихся нагов. А здесь у нас такая история, да, что наг появляется из макары. В общем, этот храм Бен-Мелея, он у нас датирован очень плохо. В том смысле, что никто толком так и не знает относительно даты его постройки. Ну, предполагается, что построен он был тогда же, когда и Ангкор-Ват, то есть в 12 веке. Так, вот здесь была какая-то входная группа. Очевидно, было большое сооружение. И, скорее всего, конечно, здесь была и крыша. Но сохранились только
Вот эти вот стены по бокам. Давайте сейчас зайдем. Ну, какая красота. Видите, здесь вот туристов нет. Если бы я с другого входа зашел, там, с южного или западного, там было бы их очень много. Но, впрочем, когда мы сейчас пойдем в храм, то мы неизбежно на туристов наткнемся. Вот здесь, смотрите, у нас идет вот такая вот платформа. Да, и дальше она у нас, судя по всему, обрывается. Давайте посмотрим, чем же она заканчивается. Платформа из песчаника, да, как обычно, вся покрыта барельефами. Ну, барельефы уже сильно пострадали, да, все это было раскопано, конечно. Все это было засыпано, а потом раскопано. Вообще, когда нашли этот храм, ничего не могли понять, зачем такой огромный храм находится в таком месте. Но тут ничего не было, да, то есть тут практически никто и не жил в округе. Вот. А потом выяснилось, что уже гораздо позже выяснилось, что, оказывается, здесь находился перекресток двух самых важных дорог Кхмерской империи. Одна дорога вела с запада на восток, то есть от Анкора до Приакан-Кампон-Свай. Это такой тоже гигантский комплекс, довольно далеко находится на востоке отсюда. Вот. И дорога с севера на юг, то есть из Лаоса, с южного Лаоса, из храма Ватпу вела эта дорога тоже, в общем, в сторону Анкора. Ну, таким образом выяснилось, что здесь на самом деле был огромный город. Вообще территория вот этого храма, это все был огромный город, да, тут везде жили люди. Везде жили люди, везде торчат камни, как видите. И мало того, самое смешное, что если поехать вот по этой тропинке, то вы упретесь там вообще в какие-то рисовые поля. То есть прямо на территории храма здесь люди выращивают рис, там, я не знаю, что, тапиоку. В общем, что хотят, то и выращивают. Это, конечно, сильно затрудняет раскопки, согласитесь, да? Когда вся эта местность раскопана под рисовые поля, то уже археологам сложно что-то искать. Вот видите, дорога эта была тоже из песчаника. Каждый камушек обработан замечательно, везде все красиво, да, кхмеры были огромными эстетами. То есть вот это все, конечно, была дорога из камня, которая вела непосредственно туда, в храм. Тут у нас есть и водоем, как же без этого, да? Водоемы — это неотъемлемая принадлежность любых камбоджийских построек. Вот. Ну а сейчас давайте я все-таки уже вернусь к мотобайку и просто проеду мимо этих раскопок прямо туда, где еле-еле виднеется вдали храм Бен-Милея. Вот, друзья, я и добрался до восточного входа, до главного входа. Вот, видите, вся дорога тоже была украшена, очевидно, нагами. Да? Очевидно, это у нас, опять же, спина нага. Слева и справа. Вот, а сейчас давайте же уже зайдем в этот замечательный комплекс Бен-Милея. Вот с этой стороны я еще ни разу не был. С восточной, как ни странно, хотя в этом храме я был уже несчетное количество раз. Вот. Все, как обычно, разрушено. Да, здесь у нас в Бен-Милея самое интересное — это, конечно, характер разрушений. Ну, помимо того, что сам храм очень атмосферный, очень красивый, такой прям вдохновляющий, но здесь еще и очень интересное разрушение. Ну, тут такой небольшой наг, кстати. Достаточно небольшой. Зубки сделаны замечательно, да, выбрано там изнутри все красиво.
Ну и вот здесь тоже такой же красавец. Так, ну что ж, давайте туда нам наверх. Ну, стоит знак, что нельзя, а в принципе и делать нам там тоже особо нечего наверху. Давайте обойдем его вот с этой стороны. Посмотрим, что у нас здесь опять колонны. Вот эти круглые, да. Опять круглые колонны. Ну вот, посмотрите, как здесь все красиво было когда-то сделано, да. Вот эти прорези, конечно, фантастические, ровненькие. Не придерешься. Вот кругом эти колонны валяются. Давайте же посмотрим, что у нас. О, смотрите, из земли торчит. Ну, таких тут много всяких артефактов, торчащих из земли. Вот как, например, пьедестал, как видите. И вот, пожалуйста, у нас разрушение. Вот что заставило вот эти камни рухнуть с этой вот высоты? Может быть, конечно, деревья. Там, кстати, колонны, заметьте, тоже фантастические, высоченные. Господи, сколько весит одна мне. Сейчас туда не подобраться с рулеткой. Рулетку я с собой захватил на всякий случай, мало ли. Придется измерить какой-то фантастический мегалит. Как интересно здесь замылилось. Тут у нас, видите, лев. Лев. Тоже очень, конечно, качественно сделано все. Вот это, конечно, фантастика. Вот это, конечно, все фантастика, ребят. Красиво, четко. Ну, вообще в этом храме Бен-Меле особо придраться не к чему. Действительно, очень качественные постройки. Давайте дойдем. А в большинство деревьев здесь уже убрали. Вообще этот храм во многих путеводителях числится, как знаете, такой вот храм, который редко посещается туристами, где очень много деревьев, он весь такой атмосферный. Ну, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, как на это смотреть, но все-таки туристов сейчас уже здесь тоже много. Ну, пусть вас не смущает то, что мы до сих пор никого не встретили. Просто мы зашли с самого непопулярного входа. Там даже не было никого, кто бы проверял билеты. Что вообще, конечно, вон и туристы идут. Что вообще, конечно, очень странно. Ну ладно. Так. Здесь мы уже были, безусловно. И кто смотрел видео, тот, может быть, даже и узнает эти места. Это не факт. Вот, смотрите, вот у нас вот такая вот стена. Это у нас получается стена, которая идет вокруг всего храма. И вот посмотрите, как изумительно здесь подогнаны блоки. Вот тут вот видим мы эрозию, да, отвалились кусочки. Вот. И мы видим, насколько идеально эти блоки подогнаны. Вот, посмотрите, пожалуйста. Здесь ничего не разошлось, да. Я даже не знаю, где здесь-то стык. О, очень сложно найти. Очень сложно найти, да, потому что все это еще и в земле. Вон тут, смотрите, барельефы вообще отвалились. Вот. Ну, песчаник отслаивается, да, вы знаете, вот таким образом происходит эрозия песчаника. Если он не замыливается, то он отслаивается. Здесь сначала замылился, а потом еще и отслоится рано или поздно. Ну вот эти фантастические стыки. Как они это делали? Это невозможно объяснить ничем, кроме высочайших каких-то технологий. Ну и плюс еще, конечно, все это было покрыто богато барельефами. Причем барельефами очень хорошего качества. Очень хорошего качества. Я уж не знаю, вручную зубилом и молотком это нужно, наверное, десятилетия, чтобы вот этот вот постамент
украсить. Вот. И это все идет вокруг всего комплекса. Такая внешняя стена, рождение, не знаю, как это назвать. Давайте просто поднимемся, и вы поймете, что это. Вот здесь у нас такая платформа, на которой находилась скрытая галерея. Вот там, видите, кусочек остался галереи. Давайте подойдем, чтобы на нее посмотреть. Ой, ну что-то сегодня туристов-то мало. Я вас пугал. Вот такая вот галерея с каменной крышей. Она шла вокруг всего комплекса. Внутри комплекса, как предполагают, была вода, как будто бы. Да, вот здесь есть такие предположения, что как будто бы здесь была вода. О, какие тут лианы шикарные. И вот это вот у нас библиотека, да, так называемая библиотека, как их назвали французы в свое время, совершенно не понимая предназначения этих зданий, которые мы видим практически в каждом камбоджийском храме. Ну вот такой вот совсем не детский мегалит. Посмотрите. Давайте ради прикола попробуем понять, какого же он размера. Не знаю, мне, конечно, одному очень сложно это делать, но тем не менее попробуем, да? Ой. Это у нас здесь получается метр. Так, извините, так уж у меня выходит 2 метра. Ну, в общем, да, все правильно. 4 метра примерно получается у нас вот эта вот колонна. И в ширину у нас 47 сантиметров. Вот и считайте. 4 метра и квадрат по 47 сантиметров. Ну и учтите, что в кубометре песчаника содержится примерно 2700 килограмм. То есть 2,7 тонны в одном кубометре. Так, здесь у нас очень много разных барельефов. Опять разбросано. Посмотрите, какие многослойные. Какие многослойные барельефы. Потрясающие. Вот. Очень много камней, конечно, находится под землей. Куда уж от этого деться. Вот. Здесь опять мы видим уже внутреннюю галерею, которая точно так же сделана, как и внешняя стена. Да, вот она внешняя. Тоже блоки идеально подогнаны друг к другу, без каких-либо щелей. Здесь ничего у нас не расходилось, да. Ну, а вот здесь, если потрогать, все безумно гладенько, да. То есть вот стыки этих блоков, они были, конечно, отшлифованы идеально. У нас тоже свалка мегалитов, как видите. Но вы уже вот по этой колонне поняли, да, какие тут размеры. Вот похожая лежит колонна. Таких здесь очень много. Вот. Здесь вообще нельзя. Сюда вообще нельзя идти. Но мы попробуем. Если нас не поймают, я успел пробраться незамеченным. Вот, посмотрите, здесь из довольно-таки небольших аккуратных блоков сложено помещение, ну, как обычно, каменная крыша, да,
Вот здесь у нас опять обработочка. Ну, понятно, все замылилось опять, да? Все отвалилось. Но похоже, что когда-то это было все очень хорошо и качественно сделано. О, колонна, не, балясина валяется. Вот видите, балясина. Ну вот, балясина Бен Милле, они чудесные. Они чудесные. Невозможно придраться ни к чему. Давайте пройдем дальше. Когда мало туристов, а сегодня почему-то их вдруг мало, не очень хорошо, потому что сотрудники, которые поставлены здесь, чтобы не пущать, могут меня заметить. А вот это что, я вообще не понимаю. Что-то фигурное. Что-то фигурное. Что-то очень фигурное. Ну что это, мне сложно понять. Ладно. Ну, видите, деревья поспиливали. Ну, потому что деревья храмы разрушают, поэтому, конечно, какое-то количество их необходимо удалять. Вообще план этого храма, он состоит из 3 концентрических галерей прямоугольных. Вот тоже видите галерея. То есть вот здесь была галерея наверху, и вот здесь тоже галерея. Вот это у нас уже западный выход, да, то есть мы прошли от восточного, от главного, к западному выходу. Вообще здесь было их 4 по всем сторонам света. Вот сейчас мы пройдем под этими изумительными колоннами. Посмотрите, как оно сделано, как вам это? Красота. Красота. Вон их сколько. 4 ряда. Чтобы на нас ничего не свалилось, да? Идем. О, посмотрите, какие следы от резца. То есть тут, конечно, никаким зубилом, молотком не пахнет. В общем, я сейчас хочу пробраться в одно место интересное. Не знаю, как это у нас сейчас получится. Но, в принципе, я никаких тут не вижу людей, которые могли бы мне помешать. Поэтому давайте попробуем забраться. Забраться надо вот сюда. Ну, если меня выловят, я скажу, что никаких знаков не видел. А их и не было, кстати. Уж давно стоял когда-то знак, что туда нельзя, но он уже исчез. Вот смотрите, где я пробираюсь. Камни, кстати, холодные, так интересно. Потому что обычно камни здесь всегда теплые. Вот, а сейчас они прям холодные. Вот. Я выбрался вот к этому вот зданию. И хочу показать вам, из каких мегалитов построена вот эта стена. Если вот здесь мы видим довольно маленькие камни, вот посмотрите, то соседняя стена, она просто потрясает. Она просто потрясает. Давайте какой-нибудь попробуем измерить. Ну вот этот вот хотя бы. Сейчас. Значит, у нас получается, если мы здесь зацепим, то у нас получается 2 метра, вот этот блок, 2 метра 4 сантиметра. 2 метра 4 сантиметра, и в высоту он у нас 75 сантиметров, да?
То есть 2 метра на 75 сантиметров. Вот насколько он уходит в глубину, вопрос хороший, но, наверное, все-таки довольно глубоко. Причем, смотрите, вот здесь у нас идет полигоналка. Да, вот, видите, как это сделано. А вот этот угол, посмотрите. Посмотрите. И вон дальше, видите, идет у нас опять непрямой угол, да. И вот такие вот изумительные стыки. Потрясающие. Ну и блоки, да. То есть это я выбрал еще, наверное, не самый большой. Да, я выбрал тот, который попался первым мне под руку. То есть вот это вот здание, да, оно состоит из гораздо более массивных блоков, чем соседние. Что с нижней частью, да? Ну, давайте посмотрим. Вот здесь вот, например, камень у нас начинается, да? И дальше он идет метр, два. Ну, тут 2,5 метра где-то вот такой вот блок. Вот из таких блоков это состоит. Ну и, как видите, в ширину они тоже не узенькие. Я думаю, как и вот эти тоже. Представьте себе, сколько тонн может весить такой камушек. Опять везде барельефы, как вы видите. Ну что, продолжим наш путь. Вообще странное здание, конечно. Вот оно. Продолжим его осмотр. Да, собрано оно, конечно, из мощнейших камней. Вот здесь к фальшивой двери опять ведут комические ступеньки. А сама фальшивая дверь, конечно, сделана, ну, местами неплохо, местами немножко коряво. Вот, смотрите. Все покрыто барельефами. И вот опять эти гигантские блоки. Вот они, эти гигантские блоки. Давайте зайдем внутрь этого здания. Посмотрим. Ух ты, ничего себе, кусочек крыши отвалился, да? Это всего лишь кусочек крыши. Венец, так сказать. Верхушечка. Вот она, крыша. Как-то можно все так строить, да, чтобы все это сходилось ровненько. Это, конечно, удивительно. Здесь опять пошли у нас целиковые колонны. Причем, обратите внимание, как эта колонна сделана. То есть, видите, она вот здесь имеет верхушечку отдельную. Да, вот куда-то она сюда уходит, очевидно, вот эта верхушка. А дальше у нас идет кусок вот с этой вот колонной, поддерживающей, которые тоже украсили барельефами сбоку и снизу. Сверху, естественно, не украсили, потому что это было не нужно. Вот, видите, как интересно они придумали. Такая вот технология. Ну вот здесь тоже, видите, составная колонна, потому что у нее тоже вот такая же колонна торчит сбоку. Так, вообще здесь не очень безопасно ходить, потому что, ух ты, какие блоки-то тоже. Блоки фантастические. Вот этот блок тоже фантастика. Посмотрите, вот эти блоки. Так, а вот этот у нас... Ух ты! Вот это блок так блок. Посмотрите. Вот это блок так блок. Давайте-ка мы его тоже измерим. Так, это у нас 100 сантиметров. На 100 сантиметров. На 100 сантиметров. На 35. Итого 335 сантиметров вот этот блок в длину. Так, секунду. Извините, что я так снимаю. 77 сантиметров в высоту. 335 на 77. 335 на 77. Ну и в глубину он уходит, боюсь наврать. Давайте проверим. Ага, все. Так, ну в глубину он гораздо толще, чем вот этот блок. То есть, если у нас вот этот блок 60 сантиметров, то к нему нужно еще прибавить, судя по всему, 2 раза вот это вот. 28. Ух, ну то есть где-то в районе метра он.
должен быть у нас в глубину. Ну вот представьте себе, сколько же он может весить. И под ним тоже такой же блок, кстати, лежит. Под ним тоже лежит такой же блок. Ну, в общем, не все здания построены с помощью таких мегалитов в этом комплексе. То есть, возможно, что это была не одномоментная постройка, а на протяжении какого-то времени. Так, ну что там у нас? Опять вот эти вот гигантские колонны стоят. Ну, вы заметили, да, какие стыки фантастические у этих колонн тоже? Те, которые не целиковые. Вот, обратите внимание, какой стык. Офигеть, да? Невозможно в это поверить. Ну и все, как обычно, украшено барельефами, где только можно. Где только можно. Да, ребят, фантастика, фантастика, фантастика. Не верю своим глазам. Это у нас подразумевается 12 век. Как будто бы. Так что же за технологии-то были у людей в 12 веке? Это барельеф. Барельеф. Что мы до сих пор этого не можем повторить. Но это у нас, наверное, танцующий Шива, да? Возможно. А нет, возможно и нет. Может быть, это и Вишну, потому что вроде как на голове то ли Митра, то ли что. Ну, в общем, кто-то танцует на голове Калы. Кала — вот это чудовище, которое символизирует время. Давайте выйдем отсюда. Ну, а вот здесь вы видите уже маленькие кубики. Вот, посмотрите, моя рука и вот этот кубик. Ну, собственно, стена и развалилась. А вот напротив, пожалуйста, опять эти гигантские блоки. Вы видите стыки между ними, да? Как это все? Как они все это делали, вообще непонятно. Как это все у них получилось? Ну и говорят, да, что здесь якобы внутри была вода. Но этого мы уже проверить не можем. А тут стена, видите, просто завалилась. Но стена состояла, опять же, из маленьких блоков. Ну, не сказать, что его один человек может поднять, но вдвоем, я думаю, вполне. А здесь уже блоки побольше, но тем не менее тоже все совершенно фантастически развалилось. Ну вот, очень советую вам приезжать сейчас в Бен-Меле, да, пока кривые ручки реставраторов до него не добрались. Так, что-то тут торчит из земли. Какой-то опять барельеф. Ну, здесь у нас наг. Да, все как обычно. Вот. Ну что ж, давайте, наверное, будем тогда возвращаться. Сейчас мы поедем в храмы, которые нашли рядом с этим комплексом Бен-Меле. Вообще нашли много, но я сегодня поеду в два самых интересных, в два самых загадочных. Один так очень загадочный, потому что это пирамида. Ну, вообще, мы все знаем, вернее, не все, но многие уже знают, что Камбоджа — это у нас страна пирамид. Однозначно. Все думают, Египет, но нет, вы знаете, в Камбодже их просто тьма, этих пирамид. И предназначение их совершенно не ясно. Если в Египте хотя бы говорят нам о том, что это были гробницы, что, конечно же, можно оспорить, то здесь храмы и храмы, что называется, да? То есть никто не понимает предназначения вообще многих зданий здесь в Камбодже. Ну вот возьмем в пример те же самые библиотеки, да? Вот в начале видео я вам показывал здание, библиотека. Подобные здания находятся во всех храмовых комплексах практически. Но там, где их нет, возможно, они просто не сохранились. Знаете, многие здания же разбирали люди в течение столетий, на своих какие-то нужных. Ну так вот, везде есть эти библиотеки, и французы сначала было подумали, что они нужны для того, чтобы хранить там рукописи, манускрипты, не знаю что. Но потом они все-таки решили, что нет, для этих целей эти здания
явно не были предназначены. А для чего, так никто и не понял. Но библиотеками их по-прежнему называют. Это я к тому, что почему меня спрашивают, почему все время все здания храмами называете. А как их называть-то? Я ж не знаю, что это. А храм – это уже устоявшееся определение для построек определенного типа. Но вот когда мы приблизимся к ответу, что же это все такое, вот тогда и будем по-другому называть. Вот тоже все маленькие камушки, да, и при этом вот это здание построено из огромных камней, которые раз в 20 больше, чем... Особенно вот этот вот, посмотрите, какой маленький. Так, ну что, гриб. Еще один гриб. Хорошо. Да, кстати, местность это очень сильно заминирована, поэтому те храмы, куда я сейчас поеду, там надо быть осторожным, потому что, как мне сказали, разминирование, оно не дает стопроцентной гарантии, а в лучшем случае 80%, а где-то даже и 40%. То есть представьте себе, что каждая вторая мина, возможно, еще находится в земле. Так, тут надо сейчас очень быстро сойти, чтобы меня никто не заметил, потому что нельзя ходить куда нельзя. Слишком быстро тоже нельзя, потому что можно навернуться. Фу, ну все, я спустился. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего, но здесь у нас есть кое-что, да? Угу. Вот опять у нас божество. Ох, какой был красивый барельеф-то, зацените. Зацените это 3D. Ух ты. Ух ты. Фантастика, нет? Как они это делали? Как они это делали? Непонятно. Непонятно. Как они это делали? Мы поедем в сторону огромного водоема, вот этого вот Барая. Какие-то очень странные ступеньки. Вот тут как будто бы у нас ступени для великанов, прям гигантские. А вот здесь ступени, ну я не знаю для кого. Может и для людей, но нога здесь так полностью не встает. Латеритная структура, такое ощущение, что вторично. Но как же им удалось тогда сохранить вот эту верхнюю структуру из тяжеленных глыб песчаника? А представляете, сколько вот таких вот сооружений здесь еще под землей? Неизвестно, какого года эта пирамида. То есть предполагается, что это какая-то более ранняя постройка, которую потом уже обнесли забором из латерита и поставили вот эти вот гапуры из песчаника. Давайте. Ну, большой лев, смотрите, с меня ростом. Ух ты.